Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов, посвященных американским сидельным тягачам в масштабе 1 к 64 от производителя NeoScale Models. И в сегодняшнем видео я хочу вам показать еще один капотный трехосный сидельный тягач марки Diamond Reo, модификация Rider, которая копирует прототип 1974 года. Это довольно старая модель, она уже снята с производства. Если вы хотите в свою коллекцию похожий грузовик, то проще найти его на аукционе, и цена на эту модель может сильно варьироваться, начиная с 35 евро и заканчивая 150 евро, в зависимости от магазина, в котором вы будете покупать данную масштабную копию. И у меня в коллекции довольно много грузовиков в 64 масштабе, все они от производителя NeoScale Models, есть как серийные модели, так и предсерийные образцы, которые не пошли в серийное производство, и мы рассмотрим предсерийные модели тоже как-нибудь в будущих видеороликах. И если сейчас говорить о производителе NeoScale Models, то он приостановил выпуск масштабных моделей. Все, что вы видите в интернете, это старые запасы, и сложно сказать, будет ли налажен выпуск будущих моделей или Neo прекратит свое существование. Но модели мне очень нравятся, и сейчас эстафету, можно сказать, перенял XO Models. У них довольно обширный ассортимент американских сидельных тягачей, правда в их ассортименте нету грузовиков марки Diamond Reo. И кстати, у Neo был тоже Diamond Reo в масштабе 1 к 43, правда другая модификация, и этот грузовик мы с вами тоже рассматривали в нескольких вариантах исполнения. Был как обычный трехосный сидельный тягач с кабиной дневного типа, так и сидельный тягач со спальным отсеком, и был эвакуатор на базе этого грузовика. И все старые видеоролики вы можете найти на моем канале. Я вам уже показывал Diamond Reo Rider 74 года в масштабе 1 к 64 от NeoScale Models. Это был видеоролик под номером 2, если мне не изменяет память, и это видео выходило несколько лет назад. Но для тех, кто не смотрел старый видеоролик, или для тех, кто уже подзабыл, что было в том видеообзоре, я приготовил этот грузовик для сегодняшнего сравнительного видеообзора, и мы посмотрим, чем отличаются две масштабные копии. Потому что отличий на самом деле довольно много. Не только цвет отличается, но и рама грузовика. У одной модели она намного длиннее. Один грузовик идет со спальным отсеком, другой с дневной кабиной. И также немножко отличается орнамент на двух масштабных копиях. И как-то я вам показывал еще один Diamond Reo Rider, только у грузовика была смещена передняя ось назад. Тоже довольно интересная модификация, и у Neo такой грузовик был представлен в двух вариантах исполнения. Опять же, одна модель была с кабиной дневного типа, мы ее рассматривали в одном из видеороликов, а второй грузовик был со спальным отсеком. Ту модель мы рассмотрим чуть позже. Ну, давайте не будем медлить, распакуем коробочку, посмотрим на этот замечательный грузовик поближе. И здесь модель поставляется в стандартной для NeoScale Models упаковке. На нижней стороне есть различная информация, с которой можно ознакомиться. Указан прототип Diamond Reo, модификация Rider, цвет металлик темно-красный и указан масштаб Neo 1 к 64. Хотя на самом деле этот грузовик, я думаю, больше бордово-коричневый, нежели темно-красный. И возможно на камеру не передастся точный цвет этой масштабной копии. Но цвет грузовика, на мой взгляд, очень красивый. Мелкое зерно, которое соответствует масштабу, и машина на полке выглядит очень эффектно. Прекрасная покраска, одна из сильных сторон у NeoScale Models, также довольно аккуратная сборка, нету видимых пятнышек клея, как на других масштабных моделях от разных производителей. И здесь все стоит на своих местах. Хорошо сделана облицовка радиатора. Решеточки здесь из фототравления. Также виднеются значки красного цвета. Довольно хорошо сделана светотехника. Она здесь не такая мутная, как на других моделях от NeoScale Models. Установлены поворотники на передних крыльях. Они из прозрачных элементов. И довольно хорошо сделаны колесные диски. Диск обут в резиновую покрышку, правда на покрышке нету боковой маркировки, но довольно выразительный протектор. И покрышки одинаковые на всех грузовиках от NeoScale Models. Тоже довольно большой плюс, потому что многие производители, несмотря на то, что у грузовиков должны быть одинаковые покрышки, умудряются изготавливать покрышки разного размера. И приходится искать другую резину, например, от Maestro Models, и устанавливать на свои грузовики. К счастью, у Neo с этим полный порядок.
Довольно хорошо сделан интерьер, он окрашен в светлые тона, можно рассмотреть внутренности, присутствует рулевое колесо, рукоятка переключения передач, дверные карты, сиденья и так далее. Зеркала заднего вида здесь окрашены серебристой краской. Краска с очень мелким зерном, издалека напоминает полированный алюминий. Также серебристой краской окрашен передний бампер. В нем присутствуют противотуманные фары и установлены регистрационные номерные знаки. Спереди также присутствуют коробы под воздушные фильтры. На крыше присутствуют клаксоны, габаритные огни. Довольно интересно сделан спальный отсек, и выхлопные трубы на этой модификации вынесены на заднюю часть. У некоторых грузовиков они находятся сразу за кабиной. Также присутствуют перекидки, рабочее сцепное устройство, задние черные брызговики, на них установлен регистрационный номерной знак, и задние фонари здесь обозначены просто красным лаком. Конечно, хотелось бы видеть эти элементы в виде прозрачных деталей, но что есть, то есть, несмотря на то, что детальки просто раскрашены, они смотрятся тоже довольно симпатично. Потому что это очень мелкая деталь, и, возможно, производитель не хотел заморачиваться с изготовлением отдельных элементов. Внутренняя часть задних колесных дисков здесь окрашена. Диски отличаются по дизайну от переднего колесного диска. И если мне не изменяет память, у модификации с дневной кабиной задние колесные диски немножко другого дизайна. Мы тоже посмотрим их чуть позже. Вот такой симпатичный грузовик. Я большой поклонник американских траков, стараюсь собирать эти модели в свою коллекцию. И масштаб 1 к 64 меня заинтересовал тем, что эти модели довольно компактные по размеру. Они примерно такие же, как легковушка в 43 масштабе, занимают намного меньше места, чем аналог в 43 масштабе. И в этом масштабе все же довольно хорошая детализация. Можно рассмотреть различные узлы на грузовике. Если брать более мелкие масштабные модели, например, в масштабе 1 к 87, то там уже, конечно, особо ничего не разглядеть. И в масштабе 1 к 64 довольно много интересных грузовиков у других брендов. Например, есть компания DCP, у которой модели сделаны полностью из металла, у них открываются капоты, поворачиваются передние колеса, но эти модели, к сожалению, в Европе в продаже я не видел, поэтому показать их вам я, к сожалению, пока что не могу. Ну и давайте посмотрим на другую модификацию с кабиной дневного типа, которую, возможно, кто-то уже видел в старом видеообзоре. И отличия следующие. Первое – это цвет. Второе – это немножко другой дизайн орнамента. Как видите, у синего грузовика больше разноцветных полосок. Третье – это длина рамы. Синий грузовик намного короче. Также отличаются задние колесные диски. У модификации со спальным отсеком они еще окрашены в цвет кабины грузовика. Здесь они просто серебристые. Отличаются регистрационные номерные знаки. Также отличается оформление передней части. Если посмотреть на значки, то у синего варианта они синего цвета, а у варианта с кабиной со спальным отсеком они красные. И выхлопные трубы на грузовике с кабиной со спальным отсеком, еще раз повторюсь, смещены назад. Здесь они находятся прямо за кабиной. Кабины абсолютно идентичные, если брать отдельный узел. И также в один цвет покрашен интерьер. В этом случае Neo мог бы покрасить интерьер грузовика в другом цвете, я думаю, тоже в другой оттенок хотя бы. Тогда было бы больше визуальных отличий. Но еще раз повторюсь, обе модели могут занять достойное место в вашей коллекции, если вы собираете тоже американскую технику. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о моделях Neo Scale Models в масштабе 1 к 64. Нравятся ли вам эти грузовики, есть ли в вашей коллекции похожая техника?
Также можете написать, какие грузовики есть в 43-м масштабе от производителя XO Models в вашей коллекции. Если вам понравился видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Также вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. И можете заглянуть и подписаться на мой второй канал. Там тоже выкладываются видеоролики на масштабные модели из моей коллекции. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока-пока.